Всем привет, кто смотрит этот канал. Сегодня 29 октября, вечер. И вот синоптики наконец-то, вроде как на завтра на ночь, передают уже минусовую температуру. Пишут -1, другие сайты пишут -3. Ну, в общем, идет похолодание. Так вот, что я делаю перед похолоданием? Вот у меня улей, будет похолодание. Сейчас мне надо, чтобы клуб сел правильно. Вот как я делаю, чтобы клуб сел правильно. И почему я так делаю? Вот сегодня покажу. Возьму я градусник и померяю температуру стенки улья. 8 градусов. Теперь померяем температуру грунта. 6 градусов. То есть грунт холоднее, чем улей. Сверху на утепление, которое лежит над гнездом, те же 7 градусов. Под утеплением, где клуб не сидит, 9 градусов. Перейдем на другую сторону. Здесь сидит клуб с этой стороны. Под утеплением, где сидит клуб, 11 градусов. То есть клуб греет потолок. И вот так получается, что потолок в улье, сама потолочина, она теплее, чем дно улья. Потому что грунт холодный сейчас, дно улья холодное. А потолочек, соответственно, теплый, потому что клуб пчел его греет. И таким образом пчелы идут туда, где теплее. То есть идут к теплу и прилипают к потолку. Клуб получится сплющенный. Это есть нехорошо. Не то чтобы пчелы плохо зимовали в таких условиях. Они при таком клубе сплющенном нормально зимуют. Но все-таки это как бы не очень правильно. Хорошо, когда клуб садится внизу рамок. Вот еще раз покажу. Дно улья холодное, верх теплый. И клуб прилипает к потолку. И получается вот такой вот формы. Сплюснутый шар. А клуб по природным своим свойствам стремится к форме шара. Так вот лучше, когда пчелы садятся вот тут внизу рамки. Здесь формируют ложе клуба. Тогда над ними получается корм. И они всю зиму тихонечко идут вверх по мере потребления корма. Вверх, 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 вверх. И доходят до верхней планки уже буквально в феврале месяце. И в феврале месяце они перекочевывают в середину рамки. Там, где самое теплое место, начинают выращивать расплод. А если клуб прилипает к потолку, получается сплющенная форма. И мало того, что она сплющенная, так они еще, получается, сидят на корме. То есть на меде. Не под медом, а на меде. И таким образом они тогда зимой уже не могут идти вверх. Нету им куда идти. Это раз. А второе, когда пчелы сидят на меде, то они мерзнут. Сидят лапками на запечатанном меде, начинают мерзнуть. Клубу тогда холодно, пчелам холодно. Пчелы должны сидеть на открытых ячейках. А клуб должен формироваться на границе запечатанного меда и пустых ячеек. Основная часть клуба сидит на пустых ячейках. Пустые ячейки залезают пчелки, там греются, тогда им теплее. А 10-я часть клуба, 1/10, сидит на запечатанном меде. И греет вот этот вот запечатанный мед, он нагревается, тогда они его распечатывают, он набирается влаги, становится жидким, и они его употребляют. Вот, то есть 10% пчел, которые греют мед, они являются поводырями для основного клуба. Куда эти 10% пчел идут, туда и весь клуб за ними движется. Так вот, клуб должен формироваться на границе, где запечатанный мед и пустые ячейки. Вот на этом прикордонье. Так вот, чтобы такого не было, я вот в это время такое перед похолоданиями убираю утепление из улья. Делаю им холодный потолок. А бывают такие года, когда земля теплая получается, а улей получается холоднее, чем земля. Потому что погода стоит солнечная, солнце нагревает грунт, а грунт уже в свою очередь греет дно улья. В такие года пчелы самостоятельно, неважно, есть утепление сверху на рамках, нет утепления сверху на потолочине. Вот они сами добровольно идут вниз, потому что дно улья самое теплое. Когда-то, вот 2 года назад смотрел видео одних белорусов. Они пчеловодят в ульях с сетчатым дном. И вот они говорят, в этом году все пчелы массово сели внизу. Не знаем почему. В самый низ рамок. Ну, понятно почему. Потому что погода в тот год была теплая, солнечная. Грунт прогрелся, дно сетчатое. Грунт нагревает через сетчатое дно низ рамок. И все пчелы опустились вниз рамок. То есть пчелы идут туда, где самое теплое место. Ну и кроме того, что я убираю утепление из потолочин, чтобы потолок был холодный, я еще забираю все рамки, которые были на обсушке из улья. Вынимаю их и уношу. Почему я это делаю? Потому что иногда так бывает.
что солнце греет вот в эту стенку. И греет эту стенку больше. И вот пчелы, несмотря на то, что вот клубик сидит вот там вот сейчас, это заставная доска, за заставной доской сидят пчелки, уже беспокойные. Открыл я им потолочину, показал свет, они увидели свет и тут же хотят вырваться наружу. Когда солнце греет эту стенку, несмотря на то, что здесь нету рамок, а клуб сформирован здесь и все рамки стоят здесь, пчелы иногда бывает перебегают вот на такие вот рамки, которые стояли под обсушкой, даже если они пустые и без меда. Вот у меня в прошлом году было такие две семьи, я их сложил, все нормально было, а в ноябре месяце пошел я стетоскопом слушать улья. В двух ульях слышно, что где-то далеко гудут пчелы, но слышно их плохо. И я решил, что они сели возле задней стенки. Решил пооткрывать потолочины, посмотреть, что они делают. Открыл потолочины, а в гнезде нету ни одной пчелы. И я с перепугу думаю, ну все, слетели. Открываю вот это вот пространство за заставной доской, а там я оставил 3 рамки на обсушку. И вот вижу, как все мои пчелки, весь мой клуб, между рамками было вот такое вот расстояние. И вот на вот таком расстоянии все мои пчелы, весь мой клуб сидит вот на этих 3 рамках. Абсолютно голодный. Рамки без меду, потому что они их посушили. И на 3 рамках сидит весь мой клуб от хорошей, сильной семьи. Потому что солнце грело стенку. И они где-то в октябре месяце, была оттепель. Из основного гнезда перебежали в самое теплое место, там где солнце обогревало, на эти 3 пустые рамки. Вот так вот бывает. Поэтому лучше рамки, которые были на обсушку, чтобы пчел не соблазнять, из улья вытянуть. Пусть садятся на своих рамках. Ну и кроме того, желательно формировать клуб пчел на солнечной стороне. Куда солнце будет зимой светить, с той стороны лучше ставить рамки с пчелами для зимовки. Опять же, это касается больше южных пчел, северные этим страдают меньше. Солнце нагрело эту сторону, и вот оттепель, которая у нас может прийти в любое время зимы, в один прекрасный день, ни с того ни с сего перебегает вот на эти вот пустые рамки, или даже в пустое пространство улья, и висят бородой вот здесь, соответственно, без меду. Поэтому надо за этим следить. Вот как оттепель, так сразу стетоскоп в уши и пошел слушать улья. Послушал, все нормально, слышите пчел, хорошо. Где только есть подозрение, что где-то слабо пчел слышно, или вообще их не слышно, то сразу открывайте потолочины, смотрите, что произошло. Ну, я так лично делаю. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день это вся моя работа. Вытянуть рамки, которые сушились, и снять утепление. И вот когда уже похолодает, пчелы уже окончательно сформируют свое гнездо. Я опять открываю потолочины в ульях, смотрю, как они его сформировали, на правильном ли месте. Если все хорошо, уже когда будет устойчивая минусовая температура, утепляю их. И все, до новых встреч, до весны. Ну а если получается, что в каком-то улье нарисовалась проблема, и пчелы сели не там, где надо, то тогда, конечно, открываю я потолочину, перетусовываю рамки и прошу пчел сесть в том месте, где мне кажется будет правильным. Они могут меня послушать, могут не послушать, но чаще всего слушают. Потому что именно как пчелы сядут в начале зимовки, вот так вся зимовка и пройдет. Сядут правильно, под медом, с большим запасом корма, будет все хорошо. Сядут неправильно, или заголодают, или опоносятся, или будут мерзнуть. Поэтому то, как сел клуб, лично я контролирую, стараюсь контролировать по мере возможности. Вот такое вот было сегодня видео. Пишите в комментариях, кто чего думает по этому поводу. А пустые рамочки отношу на хранение.